Всем привет! Вы на канале Дело мастера Боится. В этом видео расскажу вам о том, как можно сделать порожек на балконном блоке в обычном 9-этажном доме. У нас такой откос балконного блока. Здесь внизу на входе просто раньше была бетонная плита, и все. Мы будем сюда ложить кафель. Начнем в первую очередь с укладки плитки на порог откоса. С помощью подручного инструмента, это может быть топорик, перфоратор зубилом или молотка, необходимо сделать насечки для того, чтобы плиточный клей плотно прижался к бетону. Простукивание показало, что бетонная плита здесь ненадежная и шатается, поэтому ее необходимо демонтировать. Очень легко все поснималось. Необходимо выложить кафель, чтобы плинтус, который будет примыкать к нему, перекрывал край кафеля, и он был строго по срезу, поэтому при устройстве порожка очень нужно учитывать это. Пенку возле окна необходимо обрезать, потому что она будет мешать стыковке кафеля к окну. Упорные пластины, которые находятся под окном, также необходимо укоротить, потому что они будут мешать укладке кафеля. Находим центр порога, ориентируемся по окну, и по этому центру будет проходить центральный шов между плитками. Прикладываем к стене рейку края до края, где будет плинтус, и делаем разметку на кафеле по его ширине. Переносим разметку на кафель с одной и с другой стороны. Дальше можно отрезать или плиткорезом, или электроплиткорезом, что у вас есть. Можно болгаркой. Проходимся колесиком плиткореза по метке, стараясь никуда не сдвинуть кафель. Рез нанесен. Теперь можно попробовать сломать кафель на плиткорезе с помощью этого рычага. Но я не буду рисковать и сломаю его на крае столика. Можно слегка стукнуть. Вот он сломался. Для лучшей стыковки кафеля с окном я сделаю запил на 45 градусов, потому что наш порожек слегка наклонен. Такой подрезки вполне хватит для стыковки с окном. Теперь для вставки кафеля делаем подрезы с левой и с правой стороны. Здесь будет трапециевидный кусочек, поэтому сначала необходимо отмерить его ширину и длины с наружной и внутренней стороны. Такой трапециевидный кусочек уже придется вырезать с помощью углошлифовальной машины с алмазным кругом или с помощью электроплиткореза. Вот такой получился кусочек. Его даже можно не обтачивать, потому что край будет закрыт откосом пластиковым. Примеряем его по месту. И вот он прекрасно ложится на свое место. Теперь можно приступить к замешиванию плиточного клея. Я использую плиточный клей фирмы Баланс Эко-11. В прошлом видео я показывал, что у меня разъело руки от этого плиточного клея, поэтому долго им пользоваться без перчаток крайне рекомендую, потому что будут раны. И замешиваем шуруповертом с венчиком. Если клей получился жестковат, то в него можно добавить немножечко еще сухого клея. Подождем 5 минут и перемешаем еще один раз. И после этого наносим плиточный клей на бетон, хорошо втираем. После этого берем зубчатый шпатель и делаем дозирование клея по поверхности. Конечно, неудобно здесь, но возможно.
Полоски клея должны быть одинаковыми и однородными. Наносим плиточный клей на кафель. После этого также дозируем с помощью гребенки. Устанавливаем по метке. И после этого необходимо с помощью маленького уровня выставить его строго по горизонтали. Горизонталь установлена. Теперь необходимо подмазать под низ плиточный клей, чтобы здесь не было пустоты. И таким образом делаем со всеми плитками. Между плитками устанавливаем крестики толщиной 2 мм, чтобы шов был ровным. Одновременно с этим крестиком прочищаем шов, чтобы затирка хорошо попала между кафелинами. И взяв плинтус, который здесь будет, примеряем по высоте местоположение кафеля, чтобы он не выступал. Кафель за подлицо ложится под плинтус. И, наконец, порожек на балкон готов. Видно, что он на одной плоскости, глянцевый и пока еще не застывший. Через сутки можно будет его хорошо помыть и затереть швы. На следующем этапе я буду делать пластиковый откос на балконный блок. Вы посмотрели видео, как можно сделать порог балконного блока из кафеля в 9-этажном здании, сделанном из бетона. Ставьте лайки, пишите замечания, комментарии. Будьте с нами. Всем пока!